Этот невероятно красивый кустарник способен легко преобразить любой сад. Его раскидистую крону из тонких дугообразных побегов украшают яркие пышные соцветия, вплоть до самых осенних морозов. Называется это растение будлея. Как только ее не называют. Мотыльковое дерево, бабочкин куст или магнит для бабочек. А все потому, что роскошные длинные соцветия будлеи состоят из многочисленных ароматных цветов, которые привлекают множество бабочек и других опылителей. Удивительно, но эти насекомые так и тянутся к ее цветущей кроне. Медовый запах цветов манит их даже с большого расстояния. Порой можно увидеть цветущие кусты будлеи, окутанные сонмом самых разных ярких бабочек и мотыльков. Это очень красивое зрелище, тем более, что при хорошем уходе и солнечном расположении этот кустарник невероятно обильно и долго цветет. Первые цветочные кисти многих известных сортов распускаются уже в июне, а к середине лета кусты преображаются в красивый, пышный наряд из шикарных душистых соцветий. Цветет будлея по сентябрь-октябрь, а в садах с мягким климатом и того дольше. Поэтому иногда ее еще называют осенней сиренью. Однако ее роскошные длинные соцветия, в отличие от сирени, достигают 20-40 см. Высота кроны может составлять от 80 см до 3 метров, в зависимости от вида и сорта. Окраска цветов также самая разная – белая, розовая, синяя, фиолетовая и даже красная. Есть очень красивые и необычные сорта с комбинированной расцветкой, когда в каждом соцветии одновременно присутствуют цветки разного цвета. К таким относятся будлеев Flower Pear, Berry St. Cream и другие. Друзья, я уверена, что у многих из вас в саду уже есть это растение. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания будлеи. Большое спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Среди этого красивого кустарника существует около 100 разновидностей. Есть листопадные и полувечно зеленые представители. Но для выращивания в садах средней полосы лучше выбирать листопадные виды. Наиболее популярной и выносливой для условий холодного климата считается будлея Давида. Будлея уникальна не только продолжительностью цветения и величиной соцветий. На ее длинных цветочных кистях одновременно присутствуют цветы, бутоны и даже семенные плоды. Цветение очень растянутое, аж до самых холодов. К тому же этот кустарник хорошо приспосабливается даже к бедной и известковой почве. Самое главное для будлеи – это побольше солнца и своевременный полив. Хотя она считается достаточно выносливой к жаре и засухе и не любит застой влаги в корнях. Этот кустарник также устойчивый к болезням и загазованности воздуха. Для посадки саженцев выбирайте светлые и просторные участки, защищенные от холодных ветров. Учитывайте размеры сорта во взрослом состоянии и его соседство с другими растениями. Среди этого кустарника есть очень крупные представители с высокой и раскидистой кроной. Однако есть и весьма компактные сорта, которые можно выращивать на переднем плане и даже в контейнерах. К таким относятся будлеи сорта серии Butterfly Candy и известные сорта Little Purple, Little Ruby, Little Lila и другие. Их высота не превышает 80 см. Если в вашем регионе суровые зимы, обратите внимание на эти горшечные варианты. В теплый период такие растения можно выставлять на открытый балкон, террасу или в сад, а на зиму заносить их в прохладное помещение. Морозостойкость будлеи во многом зависит от вида. Будлея Давида выдерживает понижение температуры примерно до минус 25 градусов. В более холодных садах поздней осенью крону сильно укорачивают, либо пригибают к земле для последующего укрытия, что не всегда получается. Я знаю садоводов, которые всю надземную часть обрезают на 15 см от уровня земли и укрывают высоким слоем опавшей листвы. Весной кусты выгоняют молодые побеги, которые уже летом обильно цветут. Будлея красиво выглядит даже за счет своих изящных дугообразных ветвей и удлиненной листвы. Ее живописная фонтанообразная крона легко украсит сад и составит компанию многим декоративно-лиственным и цветущим культурам. Из этого кустарника можно вырастить эффектную живую изгородь или прикрыть с помощью ее раскидистой кроны неприглядный забор либо стену.
Иногда из-за множества тонких побегов кусты сильно загущаются, что может негативно повлиять на обильность цветения. Поэтому время от времени крону будлеи необходимо прореживать. Для этого полностью обрезать старые, толстые, а также слабые и переплетающиеся ветки. Размножить этот кустарник можно семенами, методом отводок или черенкованием. Хотя при посеве собственных семян у вас могут вырасти разные растения, которые будут отличаться от сортовых качеств материнского куста. Однако в садовых магазинах можно приобрести профессиональные семена разных сортов будлеи. Посев проводят уже с февраля. Выращенные сеянцы высаживают летом с обязательным последующим мульчированием земли вокруг растений. Будлею намного проще размножить летним черенкованием. Саженцы лучше высаживать в рыхлый и умеренно влажный грунт, добавив в состав песок и хорошо перепревший компост. Для пышного цветения кусты необходимо формировать уже с раннего возраста. Веточки молодых саженцев укорачивают на 1/3, а более слабые – наполовину. Хилые приросты и поломанные побеги удаляются полностью. Такую обрезку лучше проводить до начала сокодвижения, то есть ранней весной, и делают это каждый год. Однако это не относится к виду будлеи очереднолистной. Из-за того, что ее цветочные почки закладываются на прошлогодних побегах, этот вид обрезают сразу по окончанию цветения. С будлеей давида все гораздо проще. Этот кустарник достаточно неприхотлив и очень активно отрастает даже после неудачной зимовки. Главное – сохранить его корневую систему и нижнюю часть побегов с ростовыми почками. Даже если вы его с осени сильно укоротите или ветки пострадают зимой, в новом сезоне куст выпустит множество молодых прикорневых приростов. Однако это растение не стоит высаживать в тенистых и ветреных местах. Будлея непривередлива к составу почвы, но она вас непременно отблагодарит более обильным цветением при мульчировании компостом и внесении под куст со второй половины лета калийно-фосфорных составов. Выращивать этот кустарник совсем несложно. Будлея очень красиво смотрится в разных посадках, отдельно и в компании с другими растениями, например, с декоративными злаками и цветущими кустарниками. Ее яркие соцветия будут радовать вас все лето и даже осенью, а постоянно суетящиеся над ее кроной разноцветные бабочки точно не дадут вам заскучать. Но если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.